Добрый день. День добрый. Так, ТЦ Лигов, да? Да. Пристегнетесь? Да, конечно, сейчас минуту. Че, как настроение? Да не очень как-то настроения нет никакого сейчас. Не знаю, чем заняться дальше, блин. Сейчас вся страна. Да че страна, блин, сейчас, блин. Сейчас каждый сам себе, блин, тянет одеяло, блин. Ну, Не знаю, что делать сейчас. Все деньги вложил, блин. Хочу я купить квартиру, хотел себе купить, блин. Накопил какие-то копейки, блин. а вложили куда, если спросить? Да в банк Разин, наш иностранный банк, вложился, блин. А какой банк? Разин. Райфайзен? Да. А, Просто вообще сейчас настроения никакого нет, блин. так а много денег-то? Да 50 тысяч как раз на однушку копил. Долларов? Да. А, сейчас же не вынуть их, только А десятку уже дают, да? Да, блин, сейчас. А мне еще, блин, компания иностранная программист, блин. Постоянно бегаю, катаюсь по странам, блин. Сейчас все закрыли, блин. Ё-моё. Да. Семья, мне еще дети, блин, ребенок, не знаю, что делать, блин. Тяжеляк. Да, такие вот. Ну а тебя как? Да у меня тоже все как и у всех. Всех кто-то что-то теряет. Я не знаю, кто не потеряет. Есть такая мем сейчас гуляет, что типа против нас ввели санкции, чтобы сделать россиян нищими. Но я подготовился заранее и стал нищим до введения санкций. Да плохо, конечно, у меня... Я не могу сказать, как будут развиваться события, но на данный момент я в лютом угаре по нескольким направлениям. И пока еще, слава богу, есть... Ситимобил закрывается, я не знаю, знаете вы или нет. Да что-то слышал как-то. Ситимобил, да, остается только вот Яндекс. Если пока Яндекс будет работать, пока не отключат интернет или не введут санкции против Яндекса, ну, на хлеб с маслом хватит. А если, соответственно, введут санкции и все, и там, не знаю, интернет хлопнется, Яндекс ляжет на лопатки, ну, тогда будет, конечно, уже... А что я сейчас, не знаю. извини, что перебиваю, Да. а что будет наши 90, блин, перейдем на гречку, блин, да тушеночка наша родную, блин. Меняться, будем менять там Ну. масло на водку, там гречу на тушенку. Ну да, блин. А что наши будем поднимать? Краснодарский край будем поднимать, блин, гречка наша родная. А вы откуда сам? Я сам с Ростова как-то, блин. А, и копили на квартиру здесь в Да, Питере, да? потому что приехался, мне понравился вообще город замечательный. Думал, Вот. семью свою перетянуть. А теперь не знаю, куда, что. Кто бы мог подумать, что Да, храня деньги в иностранном банке, в валюте, можно потерять и их. Ну, или там Ну, риски да. потерять их. А я слышал, что есть какой-то слух такой, что Райфайзен собирается тоже отскочить. Да нет, пока такого не слышал. Да? Ну, смотрите. Ну, надо сегодня ехать, в ближайшее время забирать все свои деньги, и то как... А не как получится все-то, вам 10 тысяч только дадут, уж Ну, понимаете. времени будем частями, кусочками. Ну, я говорю, это при условии, что я не хочу нагнетать. Ну, нет, да, но здесь не ситуация, нагнетаешь, конечно. И получается у вас и с работой, да? Потому что вы иностранная компания, Да, у вас с работой тоже все придет. Я ведь программист, постоянно катаюсь. Сейчас все закрыли, все эти аэропорты, все позакрывали, не знаю, что. Полный колпак у нас. А может, это и к лучшему, блин. К лучшему, думаете? А почему и нет? А что будет хорошо? Что будет плохо, блин? Если уже зависит от самого себя, я так понимаю, блин. Зачем нагнетать полностью? Да не, ну, я понимаю, что нужно бодриться, но есть вещи, когда бодрость похожа на сумасшествие, когда, я не знаю, там, ну, условно говоря, человека расстреливают, а он смеется. Ну, вы же понимаете, Ну, ну, это психоз, да. Да. Ну, просто вы, я сам не хочу там паниковать или там пессимизм врубать, ну, вот просто вы послушайте себя даже. У вас зависли бабки на хату, вы не можете купить квартиру, я так понимаю, что и квартиры сейчас в цене подорожают, да, вы уже, пока будете вынимать деньги, у вас квартира будет стоить там дороже, как минимум, там, как на какие-то проценты. То есть вы здесь угораете, вы еще и не можете снять эти бабки, а если банк уйдет, Райфайзен, это дочка Deutsche Bank, если она уйдет с рынка, то там бабки вам за все деньги дадут только страховку 1 400 000. И плюс у вас с работой все сейчас
не очень. Так да, не чего очень. бодриться, вы говорите? всё Должно хорошо. сразу что, вдаваться, идти копать себе яму. щас. Нет, яму копать Да. не надо, но трезво оценивать ситуацию нужно, потому что, ну, давайте говорить прямо в ближайшее время, прям сразу вот так, что мы там сейчас, да, нам не нужен Макдональдс, сейчас мы откроем Шавуху где-нибудь. там, я не знаю, Питер Дональдс какой-нибудь, да, и мы сейчас начнем там печь булки с котлетами, но все равно это не получится, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что если бы это было возможно сделать, то это бы уже сделали давным-давно. До нас. До нас, до вот этой вот всей ситуации. Уже бы все бы сделали, и было бы все очень круто, и все бы мы победили бы всех. Кого всех? Ну, всех. Сначала самих себя, свою Да, лень, вот именно. свое, да, я не знаю, там, свои какие-то моменты. Надо сначала разобраться в себе, а потом, блин. Ничего, на стройку пойдем поднимать наши, блин, силами, да. все, что остальное. Будем только на себя надеяться. У вас ситуация, конечно, Да что, блин, согласен. надо было сразу перестраховаться, надо было... И снимать, короче, да, бабки. Ну, если есть права, welcome в такси. Такси, а что такси, блин, сколько там, блин, 12 часов за копейки? Ну, а на стройке, вы думаете, будете что, 12 часов за миллионы работать, что ли? То Там- же самое будет. Свое здоровье можно ставить, блин. Ну и на стройке, и в такси, да везде, да. на самом деле. Ну, а чё? Ну, это временная история. Ну, к сожалению, да, вот так, если развернулась ситуация, а что делать-то? Ну, делать. Ну да. Сколько кризисов мы переживали, и, соответственно, этот, скорее всего, тоже переживем. Это временные трудности, я так понимаю, блин. Максимум сколько, полгода и А год. никто не знает сколько, но эти полгода еще протянуть надо. Да. Протянем, куда мы денемся. Да. Ну, вы молодец. Мне Ну, нравится. да. Мне нравится ваш оптимизм. Ну, оптимист. Оптимист всегда надо иметь хороший. Да, оптимизм мне ваш нравится. Вот такие. Он мне импонирует, скажем так. Ну а так, куда сейчас идти? Таксистом, блин. Да? Ну, потому что я таксист, ну, я так понимаю, ты работаешь на себя, блин. Хочешь, Ну, выходишь, хочешь, не Да, выходишь. удобный график, конечно. Ну, на машину только нужна, конечно, лучше своя. Потому А что если в аренду? тяжеловато будет. Лучше своя. Ну, понятно. Так, ладно, Сколько с приехали. меня? Ай, да вы знаете, Да. с вас-то 271 рубль. Тарифы, кстати, немножко подорожали. Но давайте сделаем таким образом. Знаете как? Давайте я вам последнее отдаю. Не, подождите, давайте сделаем таким образом. Да нет. Не, подождите. Вот, как я уже сказал, да, возможно... Короче, мы должны сейчас реально помогать друг другу. Вот я принял решение, пока мы ехали. Вдруг мне понадобится банка тушенки, а она у вас будет. Я приду к вам, позвонюсь и скажу. Как вас зовут? Иван. Меня Евгений, очень приятно. приятно. Да, я скажу: Иван, помните меня? Я сделал доброе дело. Есть у вас банка тушенки? Дайте, пожалуйста. Да если нет, мне нечего. гречка есть. Вот, я У кого скажу. недавно родственники Гречка тоже будет отлично. Наша, блин, да. родная, И вы мне скажете, что все будет хорошо, я заряжусь от вас позитивом и съем вашу Конечно. гречку. Поэтому давайте, не нужно, Да. вам пригодится. Каждая работа должна оплачиваться. Я согласен. Но в этот раз мы сделаем вот таким вот образом. Я хочу помочь вам, и все у вас будет хорошо. Пока у вас непонятно, что с работой, и бабки Да. вам не выдернуть, поэтому давайте-ка Почему? вы Потихонечку. поэкономите, а я, соответственно, бедней на 300 рублей не стану. Да нет, спасибо. Ладно, удачи вам, Да, Иван. спасибо. Давайте. Хорошо Давай. вам с банком пободаться Да, и забрать всё, деньги. всё, спасибо. Пока-пока. До До встречи. свидания. Мгм. Кто-то скажет: Женек, ну ты и лошара, с такими подходами ты быстрее всех протянешь ноги. Но я вам, друзья, скажу, что сказал этому пареньку. Я с этих бабок богаче не стану, а по нему видно, что, он бодрится, но отчаяние еще впереди, поэтому пускай лучше на эти 300 рублей, пока еще та же самая гречка в более-менее внятной цене. Короче, да чё, помогать надо, друзья мои. Можно долго спорить о том, кто прав, кто виноват, кто там плохой, кто хороший, но все равно все сведется к тому, что нужно помогать. Я понимаю, что сейчас начнется жесть, и те крысы, которые были крысами по жизни, начнут, угонять тачки в полном объеме, да, потому что, и запчастей не будет, и ни хрена не будет, и те уроды, которые на старый товар
повышают цены, чтобы продать его в 3 раза дороже, хотя закупали его там за муку. Я понимаю, что кто-то захочет нагреться на, скажем так, на ситуации, да, вот, но я пока я этого делать не буду. Понятно, что, как говорил господин Мавроди, у всего есть этот самый градус плавления. У дружбы, у любви, у любых отношений, у всего, да, и можно долго себя изображать партизана, там и Зою Космодемьянскую, да, но при определенных условиях и сдаться можно, Но я пока держусь, пока мы все держимся, я буду помогать по мере возможности людям, которым действительно нужна помощь. Ну вот я вот решил вот так делать. Поэтому можете осудить меня, а можете не осудить. Я думаю, что все будет хорошо в любом случае. Помните, что написано было, может быть, конечно, это байка, но мне нравится, на кольце у царя Соломона. И это пройдет. Поехал работать.